корейские блинчики с тунцом. Мы с вами готовили уже очень много разных корейских блинчиков, и сегодня у нас будут блинчики с тунцом. Понадобится консервированный тунец, 1 банка, можно в масле, можно в собственном соку. Также 1 яйцо, красный перец чили, 1-2 стручка зеленого лука и молотый чеснок 2 дольки. Начинаем с того, что подготовим овощи. 1 красный перец чили мы сначала разрезаем напополам, можно удалить из него семена или же этого не делать, просто они будут немного горчить. Затем нарезаем маленькими кусочками и измельчаем еще больше ножом. Вообще вы можете использовать любые овощи, какие вам нравятся или какие у вас есть, просто я использую именно эти и мало, чтобы мне не пришлось использовать много муки. Далее 1-2 стручка зеленого лука мы нарезаем мелкими кольцами. Дело в том, что чем больше овощей вы добавляете в это блюдо, тем больше воды они дадут в процессе приготовления, и придется добавлять тогда больше муки. Итак, мы начинаем с того, что в глубокую посуду закладываем тунец. Если у вас тунец в масле, то вы можете использовать его прямо вместе с маслом. Если же он в собственном соку, то сок от тунца нужно сначала слить и уже использовать только саму мякоть, само мясо тунца. И в тунец мы закладываем молотый чеснок, 2 перемолотые дольки, сильно острые не едите, тогда 1 дольку. И затем подготовленные овощи, в моем случае зеленый лук и перец чили. Как я уже говорила, это могут быть любые другие овощи. Все это мы с вами хорошо перемешиваем и затем добавляем немного черного молотого перца. Здесь уже дело вкуса, я люблю много, поэтому добавляю его много. И еще раз все хорошо перемешиваем. Затем добавляем 1 яйцо. Можно добавить 2 яйца, но тогда придется опять же немного побольше муки положить. И сначала мы хорошенько разбиваем и размешиваем само яйцо, и затем уже перемешиваем яйцо со всей общей массой. После этого мы добавляем соль в объеме 1 чайной ложки и также сахар, где-то 1 или пол чайной ложки. И опять-таки все хорошо перемешиваем. И теперь пришло уже время добавлять саму муку. Я советую начинать с 1 столовой ложки. Добавили 1 столовую ложку муки. Все хорошо перемешали и посмотрели, какая консистенция у вашей массы, много ли воды, водянистая она или нет. И тогда добавляете еще 1 столовую ложку муки, опять все это перемешиваете и проверяете консистенцию, и вот так вот постепенно добавляете муку по необходимости. Если овощей много, то и воды будет много, и муки придется побольше добавить. В общем, масса должна быть не водянистая. Вот примерно вот такой консистенции, и все, тогда можно приступать к приготовлению самих блинчиков. Далее мы нагреваем на сковороде небольшое количество растительного масла, достаточного для жарки, и начинаем закладывать массу. Лучше всего и удобнее всего делать эти блинчики именно маленького размера, поэтому 1 столовой ложки достаточно. Положите ее на нагретое масло и затем придайте округлую форму. Масло должно быть хорошо нагрето, иначе блинчики просто его в себя впитают. И мы закладываем массу всю, которая у нас имеется. Сколько получится блинчиков, зависит от того, собственно говоря, какие вы их делаете по размеру. И, кстати, если у вас есть отваренный холодный рис, который остался у вас, например, после того, как вы уели, его можете тоже в массу добавить, перемешать и пожарить блинчики также уже с рисом, имеющимся внутри. Готовим мы эти блинчики на среднем огне до золотисто-коричневого цвета, так чтобы они сверху покрылись корочкой и немного пропеклись внутри. Поскольку тюна, она уже консервированная и, можно сказать, сама по себе готовый продукт, то не нужно сильно беспокоиться о том, чтобы вот прям максимально их, как бы так сказать, пропечь внутри.
И когда мы достигаем необходимого цвета, который нам нравится, либо глубоко золотисто-коричневый, либо слегка золотистый оттенок, то мы снимаем блинчики на уже подготовленное бумажное кухонное полотенце, чтобы оно впитало в себя излишки масла, которые будут на блинчиках после жарки. И теперь, что нам остается, так это как-нибудь красиво засервировать полученное блюдо. Сервировки бывают совершенно абсолютно разные, и вы можете найти какой-нибудь свой красивый собственный способ. А также мы подготовим соус диппинг, дип-соус. Нам потребуется соевый соус 1 столовая ложка и уксус пол столовой ложки. Я использую яблочный уксус, вы можете попробовать какой-нибудь другой. И также немного зеленого лука, нарезанного тонкими кольцами. И все, соус готов. Мы можем сервировать. Конечно же, в Азии это блюдо ест не только с соусом, но и с рисом. Это блюдо, оно само по себе не тяжелое, легкое для желудка, но в то же время очень сытное. Вы можете его спокойно брать с собой на работу в ланчбоксы и делать какие-нибудь такие красивые варианты, разные вариации бента. Мы окунаем блинчик в соус дип и так едим, заедая его рисом. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!